Привет, как дела у всех? И для BTS и RMY, которые посмотрели это видео, есть простое предложение, которое в последнее время звучало в умах многих BTS и RMY. Это то, что касается Чингука, который никогда не делился ни с кем, кроме Тэхёна. Это может показаться чрезмерным для тех, кто видит вещи только на поверхности, но для фанатов, которые следили за их путешествием более 10 лет или были свидетелями того, как отношения между двумя участниками BTS росли, менялись и пережили каждую бурю, эта фраза имеет смысл. Особенно после шокирующего признания одного из сотрудников, который работал с BTS с самого начала. Откровение, которое не только проясняет близость Тэхёна и Чингука, но и предлагает более глубокий взгляд на связь, которая бросает вызов простой логике Тэхён и Чингук или более известный как Тэкук. Эта история начинается не на ярко освещенной сцене или перед вспышками камер, а за кулисами. В тихих комнатах ожидания, тускло освещенных коридорах студий и перед сном в гостиничных номерах, наполненных тихим смехом и тихими разговорами. По словам сотрудника, который предпочел остаться анонимным, у Чингука всегда была собственническая сторона, которую он не показывает многим людям, и единственный человек, который находится в центре этой стороны, это Ким Тэхён. Если Тэхён подходит слишком близко к кому-то, особенно если он кажется слишком комфортным, Чингук немедленно замолкает. Не злится, просто замолкает так, что это многое говорит. Те из нас, кто за кулисами, могут ясно это видеть. «Ему это не нравится», — сказал сотрудник со смешком, вспоминая множество моментов, когда Чингук просто сидел там, наблюдая, как Тэхён шутит с другими участниками или даже женским персоналом. Беспокойство Чингука о Тэхёне из BTS заключается не только во взглядах или защитном поведении. Это видно в мельчайших деталях, или в том, как он всегда следит за тем, чтобы Тэхён ел вовремя, держит под рукой свои любимые закуски и даже тайно меняет свою газировку на что-то более полезное, когда Тэхён выпивает слишком много. Тот же сотрудник упомянул, что Чингук – единственный участник, который запомнил пищевые аллергии Тэхёна. И, возможно, самый незабываемый момент случился во время мирового турне в городе в Европе. Когда Тэхён внезапно заболел, менеджер поспешил вызвать врача, в то время как местный медицинский персонал начал готовить лечение и уход. Но первыми, кто отказался покинуть Тэхёна, были Чингук и Джин из BTS. Даже когда его настоятельно просили отдохнуть, потому что он тоже очень устал, Чингук отказался. «Я буду спать на диване, пока я могу видеть Тэхёна», — сказал он тогда, мягко уговаривая встревоженный персонал. «Если он проснется и запаникует из-за того, что меня нет рядом, он будет еще больше нервничать». Предложение было простым, но в нем был смысл, который нельзя было игнорировать. Чингук точно знал, что думал и чувствовал Тэхён. Он знал его не просто как участника группы, но и как того, кто стал частью его жизни, как тень, которая никогда по-настоящему не отделялась. И Чингук был не единственным, у Тэхёна также была сторона, которую он не мог скрыть, когда Чингук был рядом. На его лице было определенное спокойствие, как будто присутствие Чингука было якорем, который удерживал все его тревоги в страхе. Они редко могут выражать все словами, но их язык тела говорил громче всего. Взгляд, легкая улыбка или то, как Тэхён коснулся руки Чингука в переполненной комнате. Все казалось секретным кодом, который могли понять только они двое. Один момент, который сотрудники никогда не забудут, был во время их последнего концерта перед их военным перерывом. Той ночью все участники поделились трогательными сообщениями для RMY BTS. Но после того, как концерт закончился, когда все собрались и переместились за кулисы, наступила минута тишины. Тэхён сидел один в углу, по его щекам все еще текли слезы. Чингук молча подошел, сел рядом с ним и обнял его, не говоря ни слова. Долгие объятия были больше, чем просто дружеским жестом. Было что-то более глубокое, как будто два человека знали, что будут долгое время в разлуке, и не могли заставить себя попрощаться. Сотрудники, ставшие свидетелями этого момента, не могли не онеметь. «Мы работали со многими айдолами», — сказали они. Но их отношения были другими. Была химия, но это было не просто романтика. Была более глубокая эмоциональная связь, как будто две души продолжали находить друг друга даже после того, как они были вместе.
А когда их спросили, состоят ли они в отношениях или нет, сотрудники только улыбнулись. Это не моя работа – подтверждать. Но я знаю одно, если вы увидите, как Чингук относится к Тэхёну, вы поймете, это не просто дружба, это не просто одногруппники, но это то, что вам даже не нужно объяснять, вы просто знаете, и это заставляет вас чувствовать тепло внутри. И теперь, когда они оба служат в армии, многие фанаты чувствуют их отсутствие на экране. Но многие также считают, что даже в тишине и на расстоянии их связь не изменилась. Потому что с самого начала Тэхён и Чингук из BTS не из тех людей, которые делятся всем перед камерой. Они предпочитают выражать свои чувства через реальные действия, многозначительное молчание и непоколебимую преданность. Однажды давний фанат написал на форуме: «Тэкук – это как поэма, которая никогда не заканчивается. Каждое взаимодействие – это новый стих. И мы, как читатели, никогда не хотим видеть конец истории». Может быть, это правда. Может быть, мы никогда не получим от них прямого подтверждения. Но разве это имеет значение, потому что иногда любовь не нуждается в ярлыке. Иногда любовь приходит в форме маленьких актов заботы, в нежных объятиях за кулисами, в молчаливом взгляде, который говорит: «Я выбираю тебя, и я не поделю тебя ни с кем другим». И в этой истории, в каждом шаге, который они делают вместе, может быть, это единственная неоспоримая истина. Чингук никогда не делился никем, кроме Тэхёна. Потому что в его сердце пространство уже заполнено, и там написано только одно имя – Ким Тэхён. А для поклонников BTS V, что вы думаете об этом, поделитесь своим мнением в комментариях о Тэхёне и Чингуке, которых вы смотрели в этом видео.